Узбекская мечта или билет за взятку. Образование всегда было путевкой в лучшее будущее. Родители готовы жертвовать последним, лишь бы их дети получили шанс на достойную жизнь. Но что, если знания и способности больше ничего не значат? Что, если твоя судьба решается не в аудиториях и экзаменационных залах, а в кабинетах коррумпированных чиновников? Сегодня в Узбекистане поступить в университет — это не просто испытание, а настоящая битва. Но не за знания, а за деньги. Вузы превратились в огромную систему взяточничества, где каждое место имеет свою цену. Чем выше рейтинг университета, тем дороже входной билет. А без денег хоть гениальным будь, но двери перед тобой закрыты. Коррупционная схема: кто выигрывает, а кто остается ни с чем. Система образования, которая должна была стать основой развития страны, превратилась в источник обогащения для тех, кто стоит у власти. Взятки пронизывают ее на всех уровнях, от поступления до выдачи диплома. Все работает по жестким правилам, где каждый этап обучения — это не проверка знаний, а торговая сделка. Хочешь поступить? Плати. Хочешь закрыть сессию? Плати. Хочешь получить диплом? Плати снова. Честные экзамены, конкуренция, борьба за место в университете — все это давно стало формальностью. В официальных отчетах говорится о прозрачности, о реформах, о модернизации. Но в реальности вузами управляют не ректоры, а коррупционные схемы, которые кормят всю систему от приемных комиссий до министерств. Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости искоренения коррупции. Чиновники отчитываются о борьбе с взяточничеством, звучат громкие обещания. Но пока ситуация только ухудшается. Преподаватели, пойманные на взятках, отделываются легкими наказаниями, а настоящие организаторы коррупционных схем остаются на своих местах. Реформы буксуют, а система продолжает работать, как часы. Студенты платят, чиновники богатеют, а страна теряет целые поколения, которые могли бы строить ее будущее. Если ничего не изменится, Узбекистан столкнется с катастрофическими последствиями, утратой интеллектуального потенциала и полным развалом образовательной системы. Поступление, студенческое место продается тому, у кого больше денег. Абитуриенты по всей стране мечтают о высшем образовании, надеясь, что хорошие баллы на экзаменах откроют им двери в престижные университеты. Но система построена так, что никакие знания не помогут, если у тебя нет нужных связей или крупной суммы денег. На бумаге все выглядит честно. Государство проводит вступительные экзамены, формирует рейтинги, обещает равные возможности. Но стоит только заглянуть за кулисы, как становится ясно, места в университетах давно распределены между теми, кто может позволить себе купить прохождение. Отличники остаются за бортом, потому что их место занимают дети чиновников, бизнесменов и тех, кто решил вопрос заранее. Сумма взятки зависит от рейтинга вуза. Чем престижнее заведение, тем дороже стоит место. Даже те, кто честно сдал экзамены, могут внезапно обнаружить, что их баллы исчезли или не учтены. Это настоящая теневая индустрия, где посредники, деканы и отдельные сотрудники приемных комиссий зарабатывают миллионы. Университеты уже не отбирают лучших, они просто берут тех, кто заплатит больше остальных. Сессии, оценки больше ничего не значат. Раньше сессия была временем напряженной подготовки, бессонных ночей и упорного труда. Сейчас же для многих студентов это просто очередной повод для взяток. Нет времени учиться. Заплати, и зачет появится в системе сам.
Не хочешь сдавать экзамен? Тебе помогут, если у тебя есть нужная сумма. Даже если ты не ходил на пары, всегда найдется вариант решить вопрос. Каждый университет работает по своим негласным тарифам. В зависимости от предмета, курса и преподавателя суммы могут варьироваться. Одни преподаватели просто закрывают глаза на отсутствие знаний, если студент приносит конверт. Другие даже не скрывают, что оценивают не знания, а платежеспособность. В итоге студенты привыкают к тому, что учеба — это фикция. Неважно, насколько хорошо ты разбираешься в предмете. Важно только одно: договорился ты с нужным человеком или нет. А те, кто действительно хочет учиться, оказываются в унизительном положении, им приходится доказывать свою компетентность в среде, где все решают деньги. Диплом — бесполезный документ, который теряет свою ценность. Если система продаж работает с момента поступления, логично, что выпускники выходят из университетов без реальных знаний. Их дипломы — это не доказательство образования, а просто бумага, за которую кто-то заплатил больше, чем другие. Дипломные работы заказываются в специальных фирмах, а не пишутся студентами. Курсовые и контрольные давно стали товаром на черном рынке. Даже диссертации по научным специальностям можно просто купить. Это приводит к катастрофическим последствиям. Врач, который купил диплом, не знает, как лечить пациентов. Инженер, который ни разу не посещал лекции, не способен построить безопасное здание. Юрист, который не читал законов, не может защитить права человека. Работодатели перестают доверять узбекским выпускникам, потому что знают, их дипломы могут быть просто куплены. Компании, которые хотят профессионалов, начинают набирать специалистов из-за границы или отправляют своих сотрудников на дополнительное обучение. А те, кто действительно хотел учиться, вынуждены либо бороться с системой, либо уезжать за границу, где ценят реальные знания, а не финансовые возможности. Почему люди молчат? Страх и безысходность. Люди понимают, что происходит, но никто не может ничего изменить. Если не платить, ты остаешься за бортом. Если жаловаться, можешь столкнуться с последствиями. В стране, где коррупция вплетена в саму систему, бороться с ней все равно, что идти против течения бурной реки. Родители готовы брать кредиты, продавать имущество, лишь бы заплатить за место для своего ребенка. Студенты смиряются и учатся жить по правилам системы. А преподаватели, которые могли бы бороться с этим, часто сами становятся частью цепи взяточничества, потому что иначе им просто не выжить. Мирзиёев говорит, будут реформы. Или это очередной обман? Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости искоренения коррупции. Чиновники отчитываются о борьбе с взяточничеством, звучат громкие обещания. Но пока ситуация только ухудшается. Преподаватели, пойманные на взятках, отделываются легкими наказаниями, а настоящие организаторы коррупционных схем остаются на своих местах. Реформы буксуют, а система продолжает работать, как часы. Студенты платят, чиновники богатеют, а страна теряет целые поколения, которые могли бы строить ее будущее. Если ничего не изменится, Узбекистан столкнется с катастрофическими последствиями, утратой интеллектуального потенциала и полным развалом образовательной системы. Что ждет студентов в будущем? Если взяточничество не будет остановлено, дипломы узбекских вузов окончательно потеряют ценность. Компании и работодатели уже перестают доверять выпускникам, потому что знают, их знания в большинстве случаев фиктивны.
Молодежь, потеряв надежду на справедливость, все чаще задумывается об эмиграции, ведь за границей учебу не купишь, там нужно учиться по-настоящему. Но есть ли выход? Остановится ли эта порочная система или коррупция окончательно уничтожит веру людей в честное будущее? Ответ на этот вопрос зависит от того, сможет ли власть не просто говорить о борьбе с коррупцией, а реально изменить систему изнутри. Пока же все остается, как есть. И узбеки продолжают платить.